Всем привет! Сегодня будут тесты одной старой видеокарты. Перебирая старые GP видеокарты, я нашел видеокарту FX 5200 от Nvidia, но она не запустилась. Но также я нашел другую вариацию FX 5200 от Gigabyte, она оказалась рабочей. Тестовая сборка будет на 478 сокете с однопоточным Pentium 4 и с 1 гигабайтом оперативной памяти типа DDR1. Операционная система, на которой запускались игры, это 32-битная Windows 7. Драйвера видеокарты были установлены с официального сайта Nvidia. Итак, начнем. Первая игра Need for Speed Carbon. Игра запускалась в разрешении 800х600 на низких настройках графики. Средний FPS составлял 30 кадров. Также я пробовал запустить в HD разрешении, но FPS был неиграбельный. Дальше по тестам идет стратегия Command & Conquer Generals. Игра запускалась в HD разрешении на минимально допустимых настройках. Во время тестов я поставил фикс камеры, который увеличивает радиус обзора. Средний FPS составляет 30 кадров. Также я решил включить третью часть этой франшизы. Игра тестировалась в HD на минимальных настройках. Средний FPS составлял 20 кадров. С натяжкой играть можно. Следующая игра Terraria. Тестировал ее не со свежими обновлениями, но все же. На минималках в разрешении 800х600 игра показывала 50-60 кадров. В HD разрешении средний FPS опустился до 40. Дальше по тестам идет игра Ex Machina. В разрешении 800х600 игра показывала в среднем 25-30 кадров в секунду. Следующая игра первая часть Portal. Игра также запускалась на минимальных настройках графики в разрешении 800х600. Средний FPS составляет 60 кадров, но это если не смотреть в порталы. При передвижении в порталах FPS падает до 20. Следующая игра Killing Floor, чем-то похожая на Left 4 Dead. Игра запускалась в режиме DirectX 8 на минималках в разрешении 640 на 480. Средний FPS составляет 25-30 кадров. Предпоследняя игра на тестах — это вторая часть Космических Рейнджеров. Игра запускалась на минимальных настройках в разрешении 1024 на 768. В космосе средний FPS составляет 40 кадров. Но в этой игре не работает режим планетарных боев из-за отсутствия поддержки DirectX 9 версии C, когда FX 5200 поддерживает только DirectX 9A. Завершающая тесты игра GTA San Andreas. Игра запускалась в разрешении 640 на 480 на минимальных настройках графики. Средний FPS 25 кадров. Какие можно подвести итоги? Видеокарта подойдет для ретро-игр, игр начала нулевых. Во время тестирования я заметил, что нагрузка процессора была полной. Так что, возможно, с более мощным процессором видеокарта показала бы результаты получше. На этом все. Всем спасибо за просмотр. До следующего видео.